Ольгу Погодину по праву называют одной из самых красивых актрис российского кинематографа. Кукольное лицо и томный взгляд, она буквально одним взмахом своих длинных ресниц способна покорить любого. Однако за внешней беспечностью, казалось бы, обласканной судьбой актрисы, скрываются большие потери. В эфире программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия-1» Ольга призналась, что в личной жизни ее долгое время преследовали неудачи. Впервые артистка влюбилась, когда ей было всего 20 лет. Красивое ухаживание и трогательные признания, она буквально растворялась в любимом, пока однажды их не разлучила смерть. Говорить о страшной трагедии, унесшей жизнь ее возлюбленного, 41-летняя телезвезда не может до сих пор. С не менее тяжелым сердцем вспоминает Ольга и свою жизнь в Болгарии. В 90-х отца актрисы подставили партнеры по бизнесу. Опасаясь за жизнь дочери, мужчина отправил ее за границу. Там Погодина работала на местном телевидении, а все заработанные деньги отправляла папе, чтобы он смог расплатиться с долгами. Актриса также отметила, что с детства много времени проводила в больницах и росла слабым ребенком. А в зрелом возрасте врачи диагностировали у нее остеому, костную опухоль, из-за которой она могла лишиться руки. Я мыла руки, как вдруг почувствовала резкую боль в одной, как будто сломала. Потом рука начала опухать. Запустить болезнь сложно, потому что сустав разрушается на глазах, требуется сложная операция, затем тяжелый восстановительный период. Я не работала год, был гипс от плеча до кисти. С ним тяжело играть. Я никогда не спрашиваю, почему это со мной случилось. Я задаю вопрос, для чего, вспоминает Погодина. Артистка смогла победить страшный недуг, продолжив успешно сниматься в кино. И лишь в 2007 году Погодина в первый раз вышла замуж. Ее супругом стал бизнесмен Игорь, который на 12 лет был старше актрисы. Ольга с теплотой вспоминает бывшего мужа, называя его святым человеком. Но, по словам звезды, их пути быстро разошлись. А вот настоящее счастье, по признанию актрисы, она обрела с известным ведущим и режиссером Алексеем Пимановым. Влюбленные не афишировали долгое время отношения, и скромно сыграли свадьбу 4 года назад, без гостей и свидетелей. Когда общественность узнала об их браке, многие обвинили Ольгу в том, что она увела ведущего из семьи, однако артистка заявила, к моменту ее знакомства с Алексеем, тот уже твердо решил развестись со второй женой. С режиссером актриса познакомилась на пробах в его новый фильм «3 дня в Одессе».
Однако назвать любовью с первого взгляда их отношения едва ли можно, Пиманов утвердил Ольгу лишь с 20-го раза. Наверное, подсознательно, во время всего общения было ощущение, что вот этот человек – мой. А потом уже все чувство оформляется в поступки, в сознание. Все произошло в какой-то конкретный момент, когда мы оба развелись. Поняли, что любовь. И вдруг мы сели и поговорили за много-много лет, мы просто поговорили о жизни. Мы всегда одинаково чувствуем какие-то вещи. Мы пришли в ЗАГС, как друзья, а ушли уже мужем и женой. Алексей очень надежный, добрый и, многие не верят, очень веселый человек, поделилась Ольга. Несмотря на то, что у звездной пары нет общих детей, Ольга смогла подружиться со взрослыми наследниками Алексея от 2 предыдущих браков. Артем, Денис и Дарья души не чают в знаменитой мачехе, и часто обращаются к ней за советом.